работать в этом клубе и задать пару вопросов. Привет. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Спасибо. Все хорошо, спасибо. Подскажите, пожалуйста, сколько вы работаете в этом клубе? Я работаю около 3 лет. 3 лет. Супер. До этого работали в других странах? Только здесь? Да, я работала в Корее И в Турции. Супер. Почему выбрали именно Македонию, именно этот клуб? Произошло случайно совсем, потому что я до Македонии я работала в Турции, и я работала во время карантина. И моя подруга меня сюда позвала работать, потому что она работала до этого. И мне стало интересно, потому что я прочитала все правила, что и как, и я решила выбрать это место. Супер. Да. А почему именно этот клуб? Потому что была хорошая репутация, и моя подруга там работала. Подскажите, какие у клуба есть минусы, плюсы, чтобы девочки, которые собираются приехать либо на первый контракт, либо же просто в Македонию, в этот клуб, чтобы понимали, к чему готовиться? Я всегда советую девочкам, которые хотят первый раз поработать на информации, как хостес, именно этот клуб, потому что здесь достаточно открытая система, свободно, то есть нет запретов, то есть под девушку могут даже подстраиваться, то есть в связи с характером, с какими-то предпочтениями, и я советую. Хорошо, супер. Есть ли конфликты какие-то на работе, какие-то недопонимания между девочками, между персоналом? Если да, то решают ли их быстро, либо же тут категорично? Даже в связи с характером некоторых персон решается это все очень быстро, потому что на любом рабочем месте мы приходим работать, мы не приходим с кем-то ругаться, и поэтому, конечно, конфликты имеются, но они очень быстро решаются. Подскажите, какую сумму здесь можно заработать в среднем не сезон и в сезонное время? Минимально точно это 1000 евро, очень минимально, не сезон. А в сезон все зависит от вас, потому что это, конечно же, идет, насколько девочка активна, понятное дело, но минимально однозначно это 1000 евро. А в сезон это может доходить до больших сумм. Супер. То есть, возможно, в сезон быть очень активной и заработать 5000, 6000 евро. Конечно, нужно быть как зажигалкой, то есть общение, это... Не стесняться. Да, Все ясно. Хорошо. Что по условиям проживания? Вы живете здесь рядом, либо на других апартаментах? Нравится ли? Все ли комфортно? Или есть какие-то нюансы? Да, я проживаю в отеле. Есть 2 места проживания. Это в отеле и в апартаментах. Девушки, которые проживают в отеле, они оплачивают проживание в отеле, так как, не знаю, на самом деле сейчас сделали ремонт в апартаментах. Я даже не видела, честно. Девушки, которые приехали новые, они увидели, уже заселяются с завтрашнего дня. Но очень хорошие условия. Если что не хватает
македонцы, как они относятся к девушкам и не позволяют ли себе чего-то лишнего? Как с этим планом? Есть те, которые позволяют себе лишнее, но я всегда говорю, что девочке нужно самой решать эту ситуацию. Во-первых, понимать, где ты находишься, что ты делаешь, и не позволять себе это, либо как-то обходить это, как-то играться обходитой стороной, даже если тебя пытаются потрогать, то есть ты это как-то обыгрываешь и спокойно решаешь, без истерик, без там каких-то драк, скандалов и так далее. Вот. И спокойно это все происходит, чисто это решает фактор того, как девочка себя ведет. Понятно. Какие гости? Какие национальности? Кто тут в основном приходит? Национальности, разные национальности, честно сказать. Вне сезон, понятное дело, это местные, это македонцы, это албанцы, это Косово, с Косово, из других городов приезжают. Во время сезона это абсолютно разные национальности, и поляки, и немцы, и Австрии, очень много. Да, даже один раз были из Китая, а с Филиппин. О, Филиппины доехали до Мессина. Здорово, то есть разнопланово, тут вообще можно встретить кого угодно. Хорошо, если заговорили про национальности, есть ли проблема, когда девочка приезжает, не зная английский язык здесь? Имеются проблемы с этим. Я бы рекомендовала девочке однозначно хотя бы знать английский язык, если... На базе, Да. Ну, опять же, допустим, если мы разговариваем про девочек, то македонский, он очень быстро можно его выучить, то есть ты можешь прям с недели, с 2 недель уже как-то его понимать, и даже македонский уже тебе может помочь очень сильно. Учить, да? Да, конечно. Я сама македонский не могу говорить. Супер, да. Возможность в телефоне поработать с переводчиком, если вдруг прям уже английского нет. То есть такие случаи спокойно разрешаются без проблем. Супер. Что по танцам? Если девушка приезжает без опыта, возможно ли это? Будут ли проблемы? И вообще, какой уровень здесь нужен и как это оплачивается? Тут присутствует такое, что не обязательно девочка должна быть профессионалом танцевать на пилоне, да. Приветствуется, что девочка, если хочет, она может даже не танцевать профессионально, но она танцует. Она зарабатывает, конечно же, больше, потому что увеличивается ставка, она спокойно танцует. То есть разрешается все, от желания зависит, если хотите, пожалуйста, без Да, есть какие-то определенные правила, какие-то требования, которые ты должна сама держать их, но опять же я тебя приветствую, в общем, открытые люди очень сильно. Супер, хорошо. Если в клубе пустые дни, когда прям вот нет людей, девочки сидят без дела, без работы, либо это каждую неделю по-разному? По-разному. Бывают праздники здесь в Македонии. В праздники больше людей или наоборот, они не ходят? Смотри, какие праздники. Есть праздники, которые семейные праздники, и они, допустим, вот как сейчас объясню сейчас, да, например, 10-11 вечера, 12 вечера нет никого. После 12, после часа, как и сразу нахлынули, да, и полный клуб, ты не успеваешь, потому что очень много людей пришло, то есть такое бывает. Бывает воскресенье, семейный тоже день, бывает такое, что нет-нет, мы сидим и раз резко просто полный зал. То есть это бывает по-разному, да. Подскажите еще по отношению с персоналом. Есть ли конфликты, помогают ли девочкам работать, как тут складывается? Персонал. Насчет персонала очень дружелюбно, помогает. Может быть такое, что, допустим, ты стесняешься, у тебя первый день, либо там плохое настроение. Они это видят, потому что у меня была ситуация, когда у меня было настроение, девочки все работали, а я, допустим, стояла одна немножко. И персонал очень доброжелательно относится к девочкам, спокойно может помочь с работой, поддержит, то есть заказать интервью или еще что-то. Все, что тебе необходимо, они готовы. Супер, здорово. Вопрос по напиткам.
Возможно ли не пить вообще алкоголь здесь, если девушка приезжает, и можно ли работать на безалкогольной консумации? Девушки, которые не пьют алкоголь или которые себя не очень хорошо ведут, когда выпившие, наоборот, им даже персонал наблюдает за девушками всегда, в каком вы состоянии, как вы себя чувствуете, как вы себя ведете. Если вы даже выпили, вы лишнего выпили, идеально вам не будут наливать алкоголь. То есть помогает? Да, помогает, вы спокойно можете не пить алкоголь. Но даже если присутствует ситуация, что вам нужно выпить алкоголь, либо вас не заставляют, а просят, Ситуация необходима. просят, вы можете это обойти спокойно, тем самым, что вы просто не пьете алкоголь. Все-таки здесь Пью таблетки, заболевшие, что-нибудь можно придумать. Все ясно, хорошо. И напоследок, что можете посоветовать девочкам, которые едут на первый контракт сюда, либо же просто первый раз в Македонию? Какие советы, к чему готовиться? Что бы вы посоветовали девочкам, что вам не хватало на своем первом контракте? самое главное не стрессовать,